Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я буду засаливать огурчики малосольные. Закладываем на дно банки стебелечки укропа. Вот такие вот стебелечки у меня. Листву мы используем в еду. Стебелечки остаются, я их собираю. По надобности потом используем. На дно укладываю вот эти стебли от укропа. Укладываю лист хрена. 1 лист лаврушечки, 2 горошины душистого перца и щепотку черного перца горошком. Вода у меня уже кипит. Нарезаю пластинами чесночок. Чеснока много не бывает. Пару зубчиков на дно. И беру стручковый перец. Он очень злой, поэтому я половиночку только, а вторую половиночку во вторую банку. Сегодня буду засаливать 2 баночки. Огурцы укладываю вниз покрупнее. Попки с 2 сторон отрезаю. Для того, чтобы быстрее просать, можно вот так ножом проткнуть. Можно ножом, можно вилкой. А чтобы помельче, укладываем наверх. Если целиком не лезет, располовиниваем. Пополам нарезаю их и укладываю. Сверху еще зубчик чеснока нарезаю. Несколько стебелечков укропа и закрываю листьями хрена. То же самое со второй баночкой. Душистый перчик, черный перчик, лаврушечка, веточки укропа, листья хрена и огурчик. Закладываю вторую половиночку остренького перчика. Не любите острое, не кладите. Огурцы заложили. Сверху еще зубчик чеснока нарезаю пластинками. Укропчик. Сверху закрываю листьем хрена. В одну банку закладываю соль. Во вторую банку тоже так же. Теперь заливаю кипяточком. В эту вторую банку насыпаю столовую ложку сахара сверху опять кипяточек. И в эту же баночку полную чайную ложку уксуса наливаю. Эту баночку я буду мариновать. Мариновать как? Чтобы сразу кушать. Через несколько часов его можно будет кушать. Есть у нас человечек в семье, который любит очень маринованные огурцы. Соленые не очень любит, а именно вот маринованные. Банки у меня 2-литровые. Закрываем крышкой, размешиваем. Переворачиваю я, помешаю вот так немножко, чтобы соль и сахар быстрее растворились. Вставляем в стороночку. А эта баночка будет просто малосольная. Закрываю крышечкой, также взболтаю, чтобы соль растворилась. Все, у нас все готово. Вот эту баночку, которая с уксусом, которую замариновали, через 3-4 часа можно будет кушать. Она как только остынет немножечко, я их положу в холодильник, эти баночки. Пока будем кушать эту баночку, малосолочки тоже дойдут. Пройдет несколько часов и будет видно. Так что с уксусом огурчики немножко поменяют цвет. Готовится очень просто, получается очень вкусненько. Рецепты проверены годами, вкусных рецептов. Кушайте с удовольствием, кушайте вкусненько. Вкусных вам удачных заготовок на зиму. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока.